Наша встреча посвящена очередной годовщине выселения чеченцев, ингушей, крымских татар, карачаевцев и других народов, которые были объявлены в годы Великой Отечественной войны теми, кто помогал фашистским оккупантам. В то же время ни для кого не секрет, и историки это прекрасно знают, что на фронтах Великой Отечественной войны сражались и погибали сотни тысяч солдат тех же национальностей. И вот сегодня здесь собрались те люди, которым предстоит обсудить и вынести на суд общественности свою точку зрения, свое видение вопроса, который, несмотря на многие десятилетия, прошедшие с момента депортации и уже через пройденные этапы реабилитации, принятия политических решений в конце 80-х, начале 90-х годов, давших политическую оценку преступлениям сталинского режима в отношении так называемых репрессированных народов, но все равно есть такое ощущение, что остаются белые пятна в оценке и в изучении этих событий. И помимо политической оценки есть еще оценка нравственная, эмоциональная, которая, как мне кажется, в этом отношении не менее важна, чем моменты, связанные с формальной реабилитацией тех людей, которые пережили эти трагические дни, и память о которых до сих пор жива в их семьях. Казалось бы, что вроде бы пора уже забыть это и идти вперед дальше. Но я считаю, что этого делать категорически нельзя, потому что разные поколения, появляются новые дети, люди. Мы должны знать правду, какой бы она жестокой, какой бы она ни была. Это наша история. Я вот вспоминаю здесь слова Горького из «Старухи и Зергиль», очень мне нравятся эти слова. Она говорит: глядели бы в прошлое зорко, ответы все там найдутся. Поэтому вот сегодняшние наши беды, сегодняшние те вещи трагические, которые у нас происходили и в Чечне, и вот на Северном Кавказе, мне кажется, корни всего этого вот находятся там. Вот в этом периоде, сталинско-бериевском периоде. Как Лермонтов говорил, то, что странным образом началось, странным образом должно и закончиться. Мне так кажется, что мы же, если так мы начнем об этом великом горе, великом переселении народов, всего фильм, вот фильм по повести Приставкина «Ночевала тучка золотая», я сделал одну картину, по-моему, карачаевцы там что-то сделали, еще, и все. И художественных произведений нет, и литературы настоящей по этому поводу нет. Поэтому эту тему надо раскрыть. Тогда весь Северный Кавказ, а в основном были депортированы оттуда, мне кажется, вот эта разделенная боль с другими народами, когда почувствуют, когда люди, зрители увидят, что вот да, вот это, и нам на 50% станет легче с нашей болью жить. Вот. Поэтому, но я так не думаю, что, конечно, больше всего пострадал русский народ. Эти депортации, эти выселения, это раскулачивание, это все, это понятно, все это оттуда началось. Но малочисленные народы, они тем и страшны это для них, потому что они вообще могут исчезнуть с этой земли прекрасной. Вот. Поэтому наша задача сегодня, мне кажется, каждого художника и моя как режиссера, эту боль донести до зрителя, и говорить о ней надо. Так же, как и о Холокосте, так же, как мы говорим о всех вот этих трагической нашей истории. Чего нам, наверное, не хватает, это системности восприятия, прежде всего, по отношению к тому поколению, которое вошло в сознательную жизнь уже после распада Советского Союза. Да. Многие эти ребята не знают истории и, честно говоря, и не очень-то ей интересуются. И вот чтобы не воспитать Иванов родства, не помнящих и не помнящих своей собственной истории. Я много слышал историй. Я ездил туда, где жили мои родители, в Джамбульской области они жили. Ну, вместе с тем я хочу сказать, что время было такое лихое. Я часто прибегаю к этому примеру. Есть китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. У нас в стране, к сожалению, столетие прошло, и перемены никак не закончатся, никак не стабилизируемся. И это прошли все народы. Я лично на себе ощущал еще в советское время, нас все равно причисляли к врагам народа.
были негласные указы, приказы, чтобы не брали карачаевцев там, в институты, чтобы не пускали на какие-то должности и прочее. То есть это продолжалось еще долго. Шлейф тянулся достаточно долго и даже сейчас дает рецидивы, потому что периодически находятся какие-то сталинисты, которые начинают писать о том, что это правильно, их выселяли, чеченцев, там, остальных. Ну, если этот проект, о котором сегодня говорили, нас радует, потому что надо поставить точку. Мы не боимся того, чтобы все было открыто, потому что только тогда поймут, что из нас сделали козлов отпущения. На самом деле план выселения наших народов, он был еще разработан до войны. И то, что потом к нам приписали, и то, что было, у каждого народа были и свои и полицаи, и бандиты. И мы не отрицаем, что среди наших народов тоже попадались такие. Но это не было таким повальным, это не было причиной. Это был повод уже к тому, что было заготовлено еще до войны. Нас должны были выселить, и в общем-то, повод, как говорится, всегда найдется. Мы не должны зацикливаться на прошлом. Мы просто должны помнить нашу историю, мы должны помнить, мы должны извлечь уроки. Но мы должны здесь жить сегодняшним днем, быть нацеленными на будущее. Но хотелось бы, чтобы поставили точку из-за того, чтобы не спекулировали. Ни сталинисты, ни националисты, ни наши экстремисты или там сепаратисты. Чтобы наши не обвиняли в этом невиновных, в частности, там, русский народ. Мы должны поставить точку, и все должны знать правду, чтобы не было фантазий, чтобы не было иллюзий, чтобы не было обид. Хотелось бы быть устремленным в будущее, чем постоянно оборачиваться назад. Но помнить это мы будем. В то время, когда практически вся мужская часть указанных народов воевала, погибала смертью храбрых на полях сражений, защищая Советский Союз, старики, женщины, дети, те, кто не мог с оружием в руках защищать свой дом, они были погружены в вагоны, в теплушки. Часть из них умерла во время сложного переезда, потому как это была зима. Сами понимаете, что такое зима в Казахстане. И таким образом была проведена эта акция. Но почему я это все говорю? Не то, чтобы поплакаться там и так далее. Я не призываю вообще к этому. В наши дни, в 2007 году, выходит на экраны фильм. Наверное, многие его смотрели. Уважаемый режиссер Мельников, автор фильма. Фильм называется «Агитбригада. Бей врага», если мне память не изменяет. Так вот, в данном фильме прямо в двух местах в адрес двух народов, калмыков и карачаевцев, включая нецензурную брань, говорится о том, что они такие-сякие, предатели, подарили коня с золотой уздечкой Гитлеру. Всем известно уже сегодня, кем и для чего был создан этот миф по поводу коня. Историки не дадут мне соврать. Так вот, этот фильм не запрещен, он транслируется по телевидению, продаются диски. Я, честно говоря, всегда был против, как юрист, против любой цензуры, любого какого-то вмешательства в средства массовой информации, вообще в киноискусство. Но создается такое впечатление, что какая-то цензура все-таки нужна. Я считаю, что такие вещи, которые выплескиваются на экран, это надругательство над памятью героев Великой Отечественной войны, карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ингушей и всех остальных, да и русских, и всех остальных, которые плечом к плечу с нашими предками воевали, погибая. Всем известно, сколько войнахов погибло в первые дни войны в Брестской крепости. Это не вымысел. Сколько калмыков покрыли себя славой в эти дни. И нам нужно все-таки отслеживать такие вещи, и государство должно вмешиваться. Я еще раз говорю, что положительные сдвиги очень большие, особенно в то время, когда пришел к власти Путин, сдвиги действительно появились большие, положительные в этом вопросе, в вопросе урегулирования этого момента. И
Я надеюсь, что и дальше работа будет проводиться в этом направлении. Но такие вот неприятные моменты есть, и нужно преодолевать их, и нужно как-то локализовывать это, иначе нельзя. Как же так? Все эти выступления еще раз подтверждают правильность инициативы РИА Новости и совместно Вестником Кавказа создание сайта, посвященного истории и сегодняшней современности народа Северного Кавказа. Это во-первых. Во-вторых, я хотел бы сказать, что я по образованию историк, и если брать историю России, к чему посвящен вот этот год, вы знаете, Россия была сильна, когда не отделяли народы, то есть все народы, все были едины. И надо сказать, что Кавказ – это место, где сами географические условия такие, что главная отличительная особенность кавказцев может быть гордость, свобода и умение дружить, умение объединиться, потому что без этого в этих горах невозможно жить. И еще хотел бы сказать, что территорию Кавказа можно присоединять к любой стране, если преимущество силы разное. Но духовно подчинять кавказцев, заставлять, чтобы они были подчинены, это невозможно, это показывает история. И кавказцы чисто духовно восприняли Россию как свою страну. Поэтому вся история, начиная с 19 века, показывает, что все кавказцы служили не Кавказу, в первую очередь, служили России. И они понимали величину России и служили до конца. Если мы возьмем историю с дикой дивизией, давайте вспомним, когда в 1917 году был приказ, чтобы дикая дивизия подавила восстание революционное, да, они сказали, что мы воины, а не полиция, и функцию жандарма мы не можем выполнить. Именно кавказцы до конца просили Николая II не отказываться от престола. И, конечно же, Великая Отечественная война и вот эту трагическую страницу, о которых мы говорим, надо помнить, надо, чтобы это было в памяти, и надо обязательно еще раз исследовать беспристрастно историками. И, естественно, материалы этих исследований надо издавать, надо ставить вот на этом же сайте и четко обозначить, чтобы больше этой темой никто не спекулировал. Потому что это задевает не только кавказских народов, а историю всех народов, для которых Россия – Родина.